Тимавы. Меня зовут Тейвил, и добро пожаловать в Грань. For English-speaking audiences, hi, and please don't forget to turn on these subtitles. We've meticulously translated everything from Russian into English. На связи Реми Долтон. Если вы не хотите пропустить новые наши приключения, подпишитесь на Легендарий. Мы также завели Дискорд, Телеграм-каналы. Больше про мир Грани можно узнать на World Anvil. Там же сопроводительные статьи к этому эпизоду. Приятного просмотра! Я кратко на немецком говорю «Stay, double the guard». Он кивает, он очень с серьезным выражением лица, он кричит: «Демец, прикрой Этьена, все в оборонительной позиции. Стелла, сгинь куда-нибудь, позову, когда нужна будешь». Слышите вы? Где-то в высоте летает две фигуры, одна очень большая, одна достаточно маленькая. Не практически сталкиваются, но они отлично понимают друг в отношении друга, кто где находится. И маленькая фигура изрекает: «Что-то намечается». Что намечается? Бойня намечается. О, шикарно, можно поесть. Иди на снижение, вон там вот, они собираются там. А Яна смотрит в ту сторону, это около леса. В лесу внутри. Внутри леса. Я пытаюсь спикировать так, чтобы желательно не врезаться в дерево и при этом просто сесть на ветку. Ну, ты летать умеешь, поэтому никакой проблемы. Довольно низкую ветку приземляется Аяна, ветка чуть поскрипывает, вы собрались на звук бензопилы, который, он как бы далеко еще, до него еще идти. Народ, черт побери, темно. У кого есть Dark Vision? У меня есть очки. У меня. Нет, этого нет. Хорошо, значит, ты такая же незрячая, ты незрячий, все люди. Выше раз. Кроме тебя. Хорошо, значит, звук бензопилы очень... Я выдвигаюсь вперед и говорю, что можете взяться за меня. По идее, скорее, мы с тобой должны вдвоем работать, потому что я хорошо знаю террейн, а ты при этом хорошо видишь. Может, мы факелы возьмем? Факелы? Да, вы можете... У меня, кстати, есть. Может быть, нет. О, у меня есть свечка. У меня тоже есть факел, просто, может быть, вначале мы понаблюдаем, а потом демаскируемся. Это да. Как вы идете? Вот, и, собственно, я иду впереди, Максим прям фактически рядом, плечо в плечо, то есть мы даже не чувствуем... Тихо, в полскорости. Да, мы стараемся... В принципе, я могу вести их быстро по своему favorite террейну, они не теряют от этого ничего. Все стелс. У меня с Лизой. Я в кольчуге. Я адвантаж стараюсь за него. или как-то скрываться. Ну, Я То есть ты вообще отдельно от них? Нет, я тыкаюсь им в спины, но так, останавливаюсь, посматриваю. На по Я сторонам. вообще на ветке. Натуральная 20. Ты двигаться как ты будешь? Принято сейчас. И... 6 у меня. С адвантажем? Нет, у меня дизадвантаж, поэтому 20, да. У меня простая четвертая. 9. 6. И 20. Мне... мой стелс в итоге 25. Вы двигаетесь вперед, и все декстерити сейв падает дерево. Я всем такой, типа, ложитесь! 17. 21. 10. 7. Я получаю что-то или нет? Нет. Окей, тогда Придумано тогда чего хреново 20. 9. У меня есть хуже 7. Дерево падает и отделяет вас троих от вас двоих. Угу. От нас двоих?
От нас двоих. Сесострис, ты очень отчетливо видишь, как перед вами стоят 3 огромных таких монстрила гуманоидальных, покрытые гигантскими кожаными морщинами. И у одной из этих тварей в руках бензопила. Выглядят они вот так вот. Слева, справа? Слева. Ё-моё. Троглодайт. Троглодиты с бензопилами. Какая только херня во Франции не Рыбы. водится. Инициатива. Что? Хорошо, у кого больше 20? Полная тишина за столом. 15-20. Интересны? Мгм. О, хорошо. 10-15. Цифра. 11. 11. 10. У кого декса выше? 12. Меня, 11. у него. Хорошо, значит... Дальше у нас Я умираю идет время. 9 плюс 3 это 11. 9 плюс 3 это Ой, 12. 12. А я У на... меня 4. 4. Троглодиты явно кажутся тебе очень голодными. Троглодиты. Вот, и вы видите, как сзади, короче, стоит какая-то тачка. Ты видишь эту тачку, ты понимаешь, что эта тачка, причем очень 21 век. Ты имеешь Тачка, тачка, в смысле, Ну, тачанка? тачка. Вы что, не знаете, Нет, что тачка? не тачка в смысле автомобиля, да, то, что, Тачанка. то, На что, колесах. да, грубо говоря, на колесах, что тягловой силой тащится. М. Вот. И чей-то рюкзак такой походненький валяется в стороне, собственно, рядом с этой тачкой. Вот. Значит, начинает троглодит с бензопилой. Когда он подходит к тебе, Дамьен, ты чувствуешь внезапный прилив сил, Мгм. как будто что-то тебе говорит: все, возможно, будет хорошо. Inspiration. Сколько номер сверху? 5. Надписи нету? Надписи нету. Это плюс 5, это плюс 5 к атаке или плюс 2 к дамагу или броску скилла. Почему оно так сработало? Я ничего не говорю. А, Троглодит заносит свою бензопилу. И я сдох. Погоди. Я даже мейджор армор не поднял. Ну, готовься, чтобы вставать с этим шелом. Но, если мы шли больше... У нас был шорт-тред же? Хотя бы. Я считаю, что да. Ну, тогда Аркан Рекавери. Я Ты восстанавливаю слот один установил, способ. хорошо. А как наши нелюди-то вообще выживают? Не людей здесь не так ненавидеть, как магов. Я про то, что они же прячутся. Как они прячутся? Смотря какие. Ну вот он, как он прячется. Где? Сейчас. В смысле, мы... никак. На мне Эльтерсел. На нем Это Альтер всё Селф. здесь А вот он же час. час. Нет. А, Альтер нет? Селф, который дается не людям, действует 8 часов. А, Хорошо. Сколько? Мгм. 20 попадает в тебя. А ты угадай. Дайте мне D8, пожалуйста. Бензопила, вы что хотели? Ну, будешь смеяться, но это как бы 6 урона. Ровно. Я упал. В нули. Я думал, ты сейчас скажешь, что ты будешь смеяться, но это 12. Ну нет. Ну это возможно с 2 D8, но нет, к сожалению, его... К сожалению. А Скотина. Мы сразу Ну, он депрессивный товарищ. у тебя сколько хп? 6 хп у меня. Премия вылета. Пок-пок-пок-пок. Экзошен уровень 1. Мгм. Вот. Хорошо, значит, ну, это началось довольно быстро. Ну, в принципе, Что это происходит? как он упал? я не могу сказать, что тебя прям порезали. Я предполагаю, что он начал идти на тебя, ты попятился, Мгм. ты споткнулся о ветку торчащую. Один момент. я прошу. Защитный, к сожалению. это не работает, используется, да. да. Споткнулся о ветку дерева, упал и ударился головой очень сильно. Я подумал, что он тебя, в принципе, все, Мгм. можно тебя уже кушать, но нужно с остальными разобраться, и поэтому он поперся дальше. Окей. Ход второго.
Все с бензопилами или только беленький? Один только с бензопилой, белый. Да. Он вот прям вот Да, четкий должен чувак Мгм. с бензопилой. Вот. И этот, значит, пытается, значит, укусить тебя, поцарапать тебя, и это вообще-то Пирос. Так, я готов, давай. Вот. Хорошо. 10. Не, 16. не. 15. Ну просто, Он, значит, Сесотрис отбивает одну атаку, вторую, третью, такую типа... Твою душу примет Аид. Ой, Аид. Анубис. Продался греком. пожаловать в Александрию, господин Да. Сесострис. Мы так и знали, что ты тайный Александра поклонник. Как я мог грекам-то продаться? Его душа недостойна вашей загробной жизни. тебе так что- Да. примет Аид. Я тебе, скорее всего, про Horizon Zero Dawn рассказывал, ты там Аидов про Аида и Блин, да, я что-то вообще, как я мог... Анубис, прости. Просто Анубис. Анубис обиделся на тебя. Нет, Анубис. Получи вечный дезадвантаж. Шучу, конечно. Хоть куницу. Вопрос такой. Большое дерево? Да. Ну, как ты видишь, оно как минимум 10 футов. На дереве есть Ой, ветки? не 10, 25 было. На дереве есть ветки? Да, об одной из них споткнулся и ударился башкой в Ашимак. Я могу по этим веткам забраться на дерево? Ну, темно. Так что это... Но с другой стороны, это лес. Но с другой стороны, это не трекинг. Поэтому, да, это трекинг. ты можешь забраться, но учти, что рядом с тобой троглодит с бензопилой. Action disengage, и дальше я пытаюсь забраться, например. Хорошо, кинь мне, пожалуйста, атлетику с дезадвантажем. Так, это твое. Именно атлетику, а не акробатика, я не могу это сделать? Секундочку. Пирс. Ощущение превозмогания. Ощущение превозмогания. Эй? Сколько? Это... Сколько там? Ага. Сверху номера должны быть. Ну, сверху номеров нет. Нет. Номеров. Нет, Покажите мне их. Это высшая тара у вас обоим Да, попала. с тобой лучше старый, да. Нет, это, господи, это валета, это дама. А, Вы можете получить либо адвантаж на любой бросок до 20, либо ввести в нарратив какой-нибудь маленький предмет, что раньше не заявлялся. Фонарик. Окей. Сдавай карту. Теперь я кидаю акробатику без дезадвантажа, да? Да. Атлетику. Зажав атлетику, зажав в зубах. Фонарик. Окей. Такой. Каску еще, может, возьмешь. Нет, на лобный Я фонарик. понял, хорошо. Резко, значит, просто из-под одежды достав фонарик, ибо да. в хозяйстве пригодится. Во имя света. Давай. Акробатика. Да, не подведи меня. Атлетика. Так, это единица. Поэтому это 6. Хорошо, смотри, ты нашел, где забираться, но дерево мокрое, ты поскользнулся, ты не упал, ничего, просто ты не смог забраться, но ты, по крайней мере, знаешь, где это делать в следующий раз. Если ты попытаешься в этом же месте это же сделать, будет адванж. Тогда я муваюсь от него на максимальную скорость. Ну вот на край синей штучки поставь себя. Ага. Пианинки. Замечательно. Ско, Death Saving Throw, и ты пишешь результат, то есть ты кидаешь его скрытно. И пишешь результат мне. Угу. Если ты применяешь на него карту, это Так, может- 6 же, он в ровном ноле, он стабилизируется. Он же нули. Не кидаю, Не да? кидаешь ничего, ничего не кидаешь, ты лежишь Я просто. стабилизирую. Да, Я действительно. же лежу, отдыхаю. Хорошо. Дергался от страха, походу. Не от страха, от камушка. Реми? А потом, чё? Реми. О, Реми. Взорвет. Рэми вроде как совершенно не заэффекчен падением дерева посреди нашей группы. Видит этих троглодитов, немножко так отшатывается, отступает до Сесотриса, достает из кармана свою верную звуковую отвертку, направляет ее на, вот, видимо, этого троглодита и делает некоторые пасы руками и отправляет в него фаербол. 13. Фаерболт ударяет ему прям в рожу, которая в этот момент не находится выше уровня Сесостриса, то есть очень такое довольно меткое попадание. У тебя волосы есть? Или ты змея? Когда ты змея, действительно. Ну, короче, если бы у тебя были волосы, они бы сгорели там, но ты змея, тебе пофиг. Вот, roll damage.
7. Видно, что его очень сильно обжигает, собственно, светло становится на мгновение, да? И ты видишь, как будто у него просто покрасневшее лицо становится такое в волдырищах. Он ранен. Супер эффектив. Он ранен. Ага. Второй троглодит начинает подходить к Сисострису и пытается его как-нибудь отодвинуть, короче, так, чтобы, удачно убить. Он пытается тебя фланковать. Чтобы зафланковать, ему нужно прокинуть против твоей атлетики в данном случае. 26. У него не получается сделать, он выступает немножко здесь и пытается тебя полоснуть, короче, когтями разочек. И его когти застревают в твоем щите. Пробиваю его, конечно, насквозь, но они застревают там. Клянусь гором, Гебом и Бессом. Ходи. Я тебя сейчас уничтожу. Что ты делаешь? Известное египетское кузнечество. Что ты делаешь? Я призываю клинок Ра. Мой меч, мой хопиш загорается пламенем, священным пламенем Ра. И я бью по этому. Троглодит передо мной, надеюсь, попаду. Нет. Сколько? Ну, блин, Ген там. Чем ты бьешь? Вот, 4. 8. Ну, собственно, троглодит перед тобой. Это не тот, у кого когти застряли, а вот тому сложновато было бы, на самом деле, отбить такую атаку. Но конкретно этот троглодит просто... У них когти довольно жесткие, довольно... Они, не то что стальные, это вам не росомаха, но, тем не менее, он умудряется блокировать твой удар. Action Search. Ты знаешь, такое было? Во имя Ра! Еще раз! Рану какого хрена? Это тебе звонит. Нет, Еще раз туда же? Нет, перевожу клинок в того, который... Адвантаж. Кидай, мало ли, может, 20. 20. Вот просто, Женя, блин, спасибо тебе большое. Натуральная 20. Все дамаг дайсы удваиваются, кидай урон. Так, ну чё? D8, 2, D8. Заруби его. Так, поэтому получается на 7 урона... Нет, 7 плюс 2 получается... На этого 9 урона, а на второго... А на второго еще 3. Это... Ну, пламя печи. Да, все, я понял, это был Гринфлей Блейд. Хорошо, значит, опиши, как это выглядело. Он не умер, как бы, но опиши. Пламя охватывает клинок Сисотриса, он бьет вначале по одному троглодиту, тот уворачивается, но за счет своей боевой, сноровки Сисотрис быстренько переводит клинок во второго обездвиженного, сечет его прям по лапе, стараясь отрубить ее. Его жжет, и пламя просто срывается с клинка, охватывает троглодита, но при этом не особо причиняет. Троглодита зеленая кровь, и вонище страшное начинает стоять. Я переживу это. Ну там, по идее, прижиг, это уже ну да, прижигает, да. Вот, да. И пламя от него просто распространяется на второго, знаешь, как живой просто перекидывается. А он еще и, он сражается с тобой, а другой тот, которому основное влетело, собственно, когтями все еще застрявший в твоем щите. Ну, то есть лапу ему не отрезал? Нет, лапу ему не отрезало пока что. Но знаешь, это как типа почти безголовый ник. Ага. Почти без руки это троглодит. Хорошо. Я. Так, они не умерли, да? Никто из них не умер. Один ранен. Ага. Один ранен. Я их вижу. Нанес. Да. Ты там же Магнеши. между вами немножко дерева, и прямо перед тобой, короче, троглодит с бензопилой. Я умею летать, это не проблема. Отсюда до сюда 50 футов есть? Есть, конечно. Ну, ты можешь посчитать. Не заставляю, есть. А я видит бензопилу, понимаю, что бензопила несовместима с жизнью. И взлетает, видит, как Сисотрис жжет земноводных. И понимаю, что, это хорошая цель, чтобы вцепиться когтями в ближайшего противника.
Поэтому я Взлетай, тащи себя туда, куда надо. Я не знаю, сюда, наверное. Хорошо. Значит, рядом с тобой верная сестра встает рядом с... Что у тебя в руках? Лап. Зелье. Хорошо, с когтями, суровыми. И планирует что делать? Ногами в лицо. Понятно, когтями, собственно. Ты, Когтями в лицо. грубо говоря, подлетая, она немножко вот так вот разворачивается, и когтями, которые у нее в ногах... Пытается затормозить автоглаве. Ну, по факту, да, по факту получается так. Давай, кидай до 20 на попадание. Пожалуйста, не двойка. Это зол, который застрявший, кстати, он бьет. Да. 17. 17. А, 17 есть плюс попадание, dexterity. есть попадание. Урон, пожалуйста. У меня талант есть, значит, 1d4 slashing damage. Он их хит у меня еще идет. Плюс модификатор дексы, скорее всего, так что плюс 1 должен быть. Или там не написано? Тут не написано. Просто 1d4, значит они остановили. У тебя 0 стороны, да. Кидай. Да. 2. 2. Она когтями вцепляется, значит, одними когтями в его грудь, но там, грубо говоря, как слону дробинкой, едва погрузились. А вот другой лапой она схватила его за его отвисающую руку и оторвала его. Рев поднимается страшный. Да, кстати. Кому я еще не давал? Троечка. Мне не давал. Это что? Не знаешь. Олум. 13. Голум. Смерть. Наверное, идет так, ветки срубает постепенно. Что произойдет? Попадает Налево, направо, терминатор двигается вперед. В отличие от своих собратьев, которые могут обоими руками полоснуть еще зубами в корячиться, это может только один раз провести бензопилой, и для него это Этого готово. хватает. Но этого может хватить, действительно, да. Держись, Макс. Мы в тебя верим. Попадали ли в тебя в 17? Да. — 14 урона. Флэшинг. Смотри, это выглядит так, как будто тебя коснулось, оно коснулось, оно не вошло в тебя и так далее, оно просто по груди, ты отпрянул вовремя, у тебя здесь рассечение. Троглодит, у которого, собственно, встряла когтя, вырывает когтю из щита, без мяса, если что, так оно выходит, вот, и пытается тебя второй рукой задеть, сестресс. И второй рукой заставляет. Стой, эту руку оторвали, нет? Просто в те же дырки. Эту руку оторвали, он, значит, не вырывает, он просто пытается тебя ударить второй. И в те... Не в те же дырки, а рядом. Теперь из щита торчат две руки. Тоже отруби и ходи с ними. That's graphic. Самый неудачный троглодит у тебя сегодня неудачный день. Я себе представляю картину, ты такой возвращаешься, у тебя на щите, значит, стрелы воткнуты, мечи воткнуты, две руки воткнуты. Юджин, ты чувствуешь страшную вонищу от троглодита, так как ты начинаешь свой ход рядом с ним. Кинь, пожалуйста, Constitution, да, сейф. Сколько? Это единица. Это единица, это семерка. Плюс 3. два. Тебя... Это семерка, какая единица. Это семерка? Ну, конечно, семерка какая-то единица. 10 все равно не хватает. 9, да? Ну 10. тогда 9. Ну, в общем, эта вонь тебя... она как будто проникает во все... в твои легкие очень, знаешь, таким тяжелым запахом, как будто мертвецким. Ну или не мертвецким, я не знаю, как будто кто-то очень долго не мылся. Ты находишься в состоянии poisoned до начала своего следующего хода. То есть у меня еще и теперь дисадвантаж на все атаки. До начала своего следующего хода. И также на абилити чеки. То есть я сейчас еще и забраться не смогу. А ты забраться все равно бы не смог, ты здесь забираться пытался. Я попытался забраться в другую. Ну, это да. Ход... спать. Реми. Отвертка, которая была до этого у меня в руках, проскальзывает
спрятанное отделение, ну там такая пятерочка. Ты бы еще тренч с собой взял во Францию, на самом деле. Я сначала заношу руки вот так, вздеваю их к небу и совершаю хлопок, который все вроде как слышат, но на стоящего прямо перед Сесотрисом троглодита это имеет особое влияние. Толв Dead. Ты не кидаешь, я 13 кидаю. ДЦ. Wisdom save. Бом! 12. Звуковые волны проносятся у вас над головами, не задевая вас, но впиваясь прямо ему в уши, от чего он неистово кричит. И получает целых 3 урона. Блин, да ладно. Это вот в этого было? Да. До 12 урона. Но тем не менее, Сесостра замечает, что у него из ушей начинает хлестать кровь, он ранен. Хорошо. Неплохо. Take that, you! Вот это тоже надо будет запикивать, к сожалению. Сесострис, ты чувствуешь эту самую вонь. Консту? Консту. 15. Тебя она не смущает, ты чувствуешь. Подожди, состояние poison? Я иммунитет в состоянии poison. Нюхали и похуже. Так, ну что ж. Делаю быстрый выпад в однорукого Джека с клинком пламени Ра. Огонь не загорелся. Вновь. Это 10 плюс 4, 14. Огонь поразил твоего противника. Ура! Это ему Ра отвечает, да? Да-да-да. Слава Ра! На 3 урона. Твой огненный клинок проходит насквозь его и задевает соседнего. Прожигает его так в другой мир. Помним фильм, да? Собственно, съезжает половина тела. Да, и на второго противника 8 урона. И он сгорает в священном огне Ра. Я надеюсь, теперь этот... Звук Анубис будет доволен. Сверился? Я просто... Я такой замечаю то, что покоцанных мной троглодитов добивает Сесотрис такой. I meet them, you greet them, boss! Огонь очень ярко пылает, вы видите остаток поля боя. Дерево, в принципе, ну, я нельзя скажу, оно прям настолько высокое, поэтому на той стороне вы видите, как пытается Кунисон сражаться. Сейчас, Ну, слышим, наверное, все-таки. И слышите звук. Смотри, короче, момент, то, что я протыкаю, то есть этого я отпихиваю ногой, тот, который сгорает, я просто щитом отпихиваю, он разваливается. В прах. Да, в прах. Короче, это было эпично. Замечательно. Айяна. 2 фрага. Так, ну, видя, что босс все-таки смог разобраться с этими низшими существами. Ну, это было просто. Да, взлетаю, перемещаюсь вот сюда и направляю свою руку на это земноводное. Что-то шепчу себе под клюв, и в моей руке возникает ледышечка, которая Волфрост. Да! Скок. Да. Блин, да ладно. Чик-чик, чик-чик. Поменяйте Сколько ей это дайс, было? пожалуйста. Можно дайс мне другой? Хорошо, поменяйте ей дайс. Давай вот этот вот возьми. Блин, будет разница. Ну, сейчас уже как бы глянь просто. зарегистрировано, да. 6. Ну, это типа было бы лучше, ну ладно. Хорошо, но это, да, это мимо, как бы я не вижу никаких других вариантов. Луч пролетает мимо, немножко обмораживая место, которое, кстати, наверное, даже... Да, я знаю. Ну, ты в последний момент, перед тем, как отправить этот луч, заметила, что дерево лежачее начинает загораться, и ты туда направил луч, чтобы его потушить. Мгм. А чего начал говорить? Здесь сколько огня было? За гневу Бугара. Справедливо. Подожди. Ты же додж не делал. Получается, что он сейчас тебе обычно атаку делает. Да! Заглох. Возьми себе Бензин тоже кончился. Натуральные лица. Ты слышишь звук, собственно, заканчивающийся бензина. Бензопила перестает работать.
Как тебе? Ход твой? Глупое животное, он мог просто А. бить бензопилой. Он не может бить бензопилой, значит мне не так сильно страшна его апорта. А он большой, Тейм? Он big creature? Он медиум, но он высокий. Просто чуть повыше. Но он высокий. То есть я не могу использовать правила клайма на big creature. Ты можешь только на хьюджову. Там Да. на 2 уровня должно быть. Экшн додж. Значит, собственно, готовясь к его будущим следующим атакам. Рэми, я так понимаю, там все, да, типа я кинул фаербол, мне пофиг вообще. Подожди, стоп, Я спать. секунду, ты. Что там в Poison было сказано? До момента какого его хода. момента? До начала его хода, кстати, да. Да, уже Poison Кстати, прошел. да. У меня нет Да, этого возвращай. Poison. Тогда слушайте, тогда пардон. Видя как у него кончается бензопила, из-за спины появляются 2 арбалета, и Куницын говорит на русском: «Моя очередь». Shooting into melee... Я игнорирую это правило. арбалет. Я кроссбоу эксперт. Crossbow эксперт. Хорошо, я понял тебя. Ну, грубо сейчас, это выглядит, это аналог втыканию ручтика в кого-то в данном случае. Не, ну почему? Он типа стреляет Это очень болезненная ручка. Очень. Я думал, просто стреляет под такими углами. То есть он Это, я думаю, мы Да, не будем ребро. это считать, потому что Он на ребро ребро? стал, да. оно встало на ребро. Ну там он облокотился на кубик. Поставить D20 на ребро — это особое искусство. Ну, да, это было сложно. Я, кстати, первый раз такое увидел. Я несколько раз видел такое. 14 плюс Пробил. 3. Пробил. Вторую сразу так кидаю. 15 плюс 3. Тоже пробил, давай оба урона. Так. 2d6 плюс Это же D6. 6, я так понимаю. Он гуманоид же? Или кто он? Но он не является твоим... Он не является. Да, он троглодит. Троглодит всё, есть окей. троглодит. Окей. Он явно не человек. Что-то троглодит. Это будет 2d6 плюс 6. Угу. 4. 4. Нет, сначала кубы. 4. Давайте мы ему несколько 1. 5 плюс 6, 6. 11. 11. Что болты пробивают ему вот здесь вот грудь, да, там ты слышишь звук пробивающихся ребер. Вот, и немного вот начинает кровь подтекать, но они затыкают, конечно, в основном основные раны, но он ранен. А теперь я муваюсь. Ты после атаки можешь умываться типа как дизенгейдж, что ли? Нет. Ты же не рога. Ага. Да, точно, я перепутал с рогой. Нет, я не муваюсь, я остаюсь на месте. Вы слышите, собственно, Аяна, ты слышишь сзади себя легкий стон вашего временно отключенного товарища. Я печально Да и вздыхаю. хер с ним. Потерпи, такой малыш. Я такая печально вздыхаю и такая: у меня на мини-экшен есть время, вот как раз. Ну, что просто ты имеешь в игровой виду? момент. Да, конечно. Типа я достаю тряпочку, которая просто мокрая, и кидаю ему на лоб. Типа, полежи, я Сейчас сейчас разберемся, да. Хорошо, Реми. Видев, как Сесорис поверг наших врагов, с которыми мы сражались, Рэми решил посмотреть, что там происходит с другой стороны бревна, потому что достаточно много интересных звуков оттуда исходит. Такой был звук последний, что ты слышал. Едва не наступив себе на руку Дэмиону, внезапно сказал, что под ним кто-то лежит. Осторожнее! Куда прямо? Нет, ты не говоришь. ты Я знаю, да, ты само лежишь. собой. Я припадаю на одно колено и щупаю пульс Дэмиона, чтобы понять вообще, в порядке он или нет. Жив? Да, отлично. Это у меня занимает экшен, не экшен? Нет, не занимает экшен. Знаешь, с такой небольшой злобной ухмылкой на лице. Типа, хоть он мне там не брат, не сват, но все-таки мы с ним вместе работаем, и очень приятно, когда что-то происходит с твоими товарищами. Я снова выхватываю Arcane Focus в виде звуковой отвертки и запускаю Firebolt мимо Аяны в Троглодита, который борется с Максимом. Кидай. 24. Фаерболт ударяет в спину троглодита, roll damage. 10.
Находясь перед троглодитом, ты видишь, как два твоих болта вместе со всей его серединой прожигаются таким медленным огнем, сформируют дырку. Ну, ты потерял 2 болта, я очень надеюсь, что ты считаешь болты. Конечно, я считаю болты. Вот. И троглодит падает замертво. А Яна... Да. Я могу тебя пивом Сейчас. отпоить. Да. Ну давай, А пои меня Яна... пока. Я понимаю, как бы, тебе лень. Я реально Будь пробую добра, выйти ему все-таки в подними яичко нашего в рот. навигатора, потому что он может замерзнуть, и это было бы, ну... не разбудиться. Но мы его с Рэми можем согреть. Ну, используй, пожалуйста, свои целительские навыки, которыми ты спасла, как бы... Неоднократно спасал нам жизнь. Она так кивает. Богиня Баст будет тебе благодарна. Босс, смотри, у нас есть только один поушен. Он стоит очень дорого. Нет, ты же умеешь колдовать. Твои магические Мне чары. боги сегодня не благоволят. Я чувствую, что Нехбет направляет свои целительские способности через тебя сегодня. Попробуй, взмолись. И своим духом они наверняка исцелят его. Попробуй. Хорошо, она стоит на колени, смотрит на... Ну, осматривает мага. Что я вижу? Ты видишь, что он без сознания, и у него очень большая шишка на голове на затылке. Угу. Шишка на Ну, голове. можем назвать это, ну, это не гематома, как это называется правильно? Шишка на голове. Шишка Просто на голове. Хорошо, вот та тряпочка, которая была у него на лбу. Я беру, я ее немножко подмораживаю. Рейфрост, как на тряпочку. И обвязываю это на голову, чтобы не болело. Хорошо, мы стопим эту ситуацию здесь. Ты не добился своего, кидай Wisdom Save. Я говорю, нет ничего хуже ленивого хиллера. 20. Жадного хиллера. Ты получаешь только 1 очко стресса. У Поздравляю. меня на зоне не 20, а... Ну, да. Ну, я понимаю, нет, но имеется в виду, что мог бы получить больше. Я получаю 2 раза больше стресса, кстати, да. Ты получаешь 2 очка стресса. Нет. Ленивый. Тогда ленивого хиллера. Хорошо. нет. А сколько у меня стресса всего? Макс? Всего 6. У тебя больше всего сейчас партии. Нет, с Куницыным тоже 6. Ты подходишь к рюкзаку. Рэми, ты там что делаешь? Ты отпаиваешь, да? Это, что, Я пытался отпоить, но после того, как он начал уже выплевывать, я решил не тратить больше. Я понял. Я думаю, половину он где-то... Ну понятно, ты к рюкзаку не идешь пока? Ну, после этого иду. Хорошо. Я, наверное, Я не уверен, что... А он увидел вообще? укладываю. Ну, в принципе, в сторону вот эту там тачка стоит, я прошу прощения. Вот. Хорошо, кстати, внутри тачки аккуратно порезанные бревна, и ты видишь гору костей. Ну, это не так интересно. Можно? Я хотел бы понять, они к какому человеку... Медицин чек. С адвантеджем. Я уже понял, какие, но... 14... 13... И медицин у меня плюс 3. Ну, ты же мудрый. Ну да, 14 плюс 3, 17. 17. Это человеческие кости. Шайт. В каком они состоянии? Обглоданные. Ясно. Что в бэкпаке? В бэкпаке ты находишь, всякую походную вот эту вот, типа, чтобы кашу варить, кашу быстрого приготовления в том числе. Ну, французский быстров, назовем это так. Вот. Каша быстро приготовления из какого временного периода? Вашего. Ну, нашего. Из 20-го. Французский? Да, потому что ты еще также находишь паспорт на имя. Ну, это не паспорт, а ID-карта у них вроде тоже. Или паспорт. Ну, whatever, я понял, ID. Вот, некого Жофре Лепезана. Ну, мы возьмем, оставим все это паспорт. Расчеты, короче, в таком в блокнотике. В общем, в принципе, в блокнотике какие-то записи определенные написаны. Расчеты, сколько дерева нужно там для того, чтобы где-то его продать, что-то сделать. Короче, товарищ походу решил Обогатиться. отправиться назад во времени и порубить лес, потому что получить пермит во Франции на рубку леса очень сложно. Ну, собственно, Максим сидит так, быстро пролистывая
Умеешь на французском читать? А, На английском. А он именно на французском? На французском написано. А, ну тогда... Ну, пару слов докоренных в плане дерева, наверное, я понимаю. Да я, ну да. Соответственно, дерево... Я думаю, что он ему тоже дает почитать. Как бы... Ну, мы совместными усилиями да, во сне... типа, Реми, это француз. Какое-то дерево было. Ну, собственно, я так понимаю, что Реми мне объясняет этот... Сымис. Собственно, что это Знаешь, он такое? такой берет блокнот. Угорает. Ну не томи, что там? Что там, что там? Какой-то незадачливый, даже рот не поворачивается назвать его фринжевиком, зачем-то решил отправиться сюда, чтобы рубить лес. Потому что в 20 веке, в 21 веке ему это не дают. Типа... Понял. Правильно, я понял. Абсолютно правильно. Собственно, да, последняя фраза была сказана Куницыным по-русски. Ну вот, как я, кстати, это понял, и поэтому, знаешь, такой... Что-нибудь еще в бэкпэке. Ты говоришь, что говоришь на русском, я не понимаю. That means... Ну, так и есть. Значит так. Все это мы должны Ещё есть уничтожить, бэкпак? сжечь. Естественно. А с бензопилой что делать? Да, Уничтожить. сейчас. В бэкпате вы также находите... Разобери. В бэкпате вы также находите 30 ливров. Это валюта, собственно, нынешняя местная валюта. Запишите кто-нибудь себе это. Ну, давай я запишу, да. Не, если я обыскиваю рюкзак, то они уходят ко мне, и вы об них не узнаете. Нет, мы все вместе обыскиваем рюкзак, они уходят вниз. Ну, слушай, там рядом, как минимум, Ну, да. товарищ. И 3 рациона. Найс. А сам рюкзак лучше, хуже моего? Хуже. Современно. Ну, У него тоже современный, но... Хуже замаскировано. Ну, да, вот да, тактикульный. что делать с бензопилой? Это все-таки металл, Ты бензин. можешь ее разобрать и что-то с ней сделать полезное? Я могу ее разобрать. Ну, что-то полезное из нее можешь выудить? Или она нам не нужна, и мы ее... Я могу тебе выудить оттуда цепь, если она тебе сильно нужна. Можем попробовать намотать ее на дырки в твоем щите. А в остальном... Вернувшись после боя, у вас есть очень сильное желание отмыться от этой самой троглодитовской вони. Так, я хотел бы взять как бы его на спину. Логично. Значит, на горбе своем несет змея нашего мага. А маг тем временем грезит. И грезит он о просторных равнинах, в которых нету ни подъема, ни ямки. Светлое такое, немножечко даже кислотных цветов освещение. Солнце как будто, знаешь, не просто желтое, такое ярко-желтое. Вот, трава очень резко зеленая. И ты видишь две такие едва-едва проявляющиеся прозрачные как будто личности, которые просто стоят друг напротив друга и якобы разговаривают. Дамьен очень сильно щурится от этого бьющего буквально по глазам резкости, яркости. Он тянется за пазуху за очками, находит ли он их там? Он находит свои очки. И, надевая их, все превращается в резко ярко-синий цвет. Он все еще щурится, однако этот резко ярко-синий цвет ему более знаком. Ярко-синий цвет отражается у тебя в глазах. До боли я смотрю прямо. Он растирает глаза и усмехается, после чего движется через эту траву, пытаясь все еще сильно щурясь разглядеть эти две фигуры. Фигуры как будто, знаешь, как резко смотрят на тебя, немножко отшатываются и отбегают, причем одна вбегает в другую, и они становятся одной фигурой. Дамьен наклоняет голову и пытается присмотреться к ним. Вы кто? Слышишь ты в ответ? Почему я здесь и почему вы здесь? Дамьен решительным шагом движется к ним ближе. Ты чувствуешь неопределимое желание подойти еще ближе.
И когда Дамьен чувствует это неопределенное желание, он неожиданно останавливается. И пытается подумать, а это его желание? Ну же, я никогда не посоветую ничего плохого. Слышишь голос-то сзади. Дамьен оборачивается. Ты видишь то, что ты видел во многих своих триповых снах, и это твой фамильяр в человеческом обличье. И фактически Дамьен видит абсолютную копию самого себя, только в данный момент очки, которые на ней надеты, мерцают абсолютно ярко-красными стеклами. Мы опять у меня в голове. Что-то типа того. Мы довольно часто здесь бываем. Здесь стало пустовато. Наверное, потому что у тебя в голове пустовато, говорит он. Да, я заметил. Ничего, твои товарищи активно пытаются залить в эту голову вино. Вино, я люблю вино. Все любят вино. Дамьен оборачивается на две фигуры. Это уже одна фигура. На одну фигуру. Но ты помнишь, как две фигуры, поэтому это может быть две фигуры с твоей перспективы, но с перспективы реальности это одна фигура. Дамьен смотрит на них, вот что замечает. А они как-то связаны с вином? Я не знаю ответ на этот вопрос. Тогда пойдем и спросим, какого черта они забыли в моей голове. Ты чувствуешь сильное желание подойти ближе. И теперь Дамьен поддается этому желанию, подходит ближе. И ты входишь в эту одну фигуру, и вы становитесь одной фигурой. Дамьен еще раз моргает, смотря по сторонам. Что-то изменилось вокруг? Да, все начинает желтеть, потом немножко сереть, оформляются каменные уступы, приступы и различные элементы стен. И ты различаешь внутренности некого каменно-песочного, знаешь, такого из песочного кирпича строения. Оно мне Дворец знакомо? ли? Нет, не знакомо. Дворец ли? Может быть, какой-то храм? Дамьен смотрит наверх и пытается высмотреть, есть ли здесь окна, или откуда, есть ли тут свет какой-то, или оно погружено во Окон не мрак. видишь, но ты видишь солнце. Оно нарисовано на стене. В нескольких местах. И от него льется свет. Верно. Дамьен смотрит по сторонам, проходит вперед этого каменно-песчаного храма, выходя примерно в центр, и высматривает, где то место, где должен быть алтарь. Храм ли это? Ты вместо храма, вместо алтаря видишь целые ряды, как будто стоящих в вертикальных саркофагов. А может, это склеп? А может, это склеп. Ты видишь, как около саркофагов снуют фигуры в плащах, как будто что-то там туда внося. В каком-то саркофаге ты видишь некую личность, которую обмазывают кистью каким-то раствором. Дамьен смотрит на это, снимает с себя красные очки, после чего снимает с себя синие очки. И, смотря на обмазанную фигуру, замечает: Сесостребу это понравилось. Надо его сюда привезти. Ты присматриваешь к фигуре, это Сесострис. Сесострис. Дамьен подходит к нему. Так, несколько удивленно-скептически его рассматривает. А ты здесь что делаешь? Кто ты такой смертный? Ну, как тебе сказать? Видно, что эта фигура, которая обмазывает, она как бы aware. Ну, Сесострис, он как бы не спит, ничего, просто его обмазывают каким-то раствором. Ну, как сказать, мы некоторое время работали вместе, но, похоже, ты слишком ударился головой, чтобы это помнить. Откуда я тебя знаю? Ты меня нашел? Когда я тебя нашел? Пару месяцев назад. Что есть пара месяцев назад? Хорошо. Имеешь ли ты какой-либо иной способ выразить? Знакома ли тебе такая вещь, как время, Сесострис? Более чем кому-либо. Лишь время предо мной. Дамьен смотрит на себя. То есть ты хочешь сказать, я время? Нет. Я не хочу сказать, что ты время. Я хочу сказать, что меня ждет только время. Дамьен подходит к нему, внимательно его осматривая со стороны. Это как бы он похож на того Сесостриса, который ему знаком? Похож, минус несколько сбитых чешуек с лица. Шепот твоего, собственно, авангарда тебе на ухо. Ну, скажи хотя бы ему дату вашей встречи. По-моему, мы встретились в 2020 году.
Какой это был месяц? Мы встретились в марте 2020 года. Где? Иль-де-Франс, Париж. Ты подошел ко мне. Ты начал мне говорить о том, что мы должны были встретиться, что какую-то чушь про то, что тебе это было уже предсказано или что-то подобное. Тисострес задумывается. Говорит, хорошо, смертный, я поиграю в твою игру. Немножко задумывается. Ты в этот момент видишь в отражении его, саркофага, грубо говоря, натертого, хорошего золотого саркофага, ты видишь в отражении себя, только ты выглядишь как некая смуглая личность, полностью бритая, с черной бородой. Дамьен некоторое время смотрит на свое отражение, после чего надевает синие очки. Надевает ли оно его отражение синие очки? Отражение не надевает синие очки, а вместе с синими очками приходит яркость пробуждения. Доброе утро. Прошел час, 1 хп. Один небольшой вопрос. Когда Дамьен очнулся, рядом кто-то есть? Когда Дамьен начнулся, рядом есть Стелла. Когда мы вернулись в лагерь, собственно, 3 головы троглодита, мы убили великих монстров, а, собственно, наш товарищ, собственно, они напали на него из-под тишка и подло ударили по затылку. Кому? А по ноге дереву. Я, кстати, прошу Арьяне... ты же не вернулся в лагерь. Я тебя туда прошу выйти к Арьяне. И когда мы выходим за лес, я прошу Арьяне, пережи, пожалуйста, обработай раны, чтобы он не подхватил инфекцию. О, да. Это, кстати, реально важно. Это важно. Это реально важно. Собственно, Куницын подходит к тебе, расстегивает скрытые под частями кожи быстрые фастексы. Окей. По факту вся броня расстегивается вот таким одним движением. Ну, собственно, ты видишь, что там, собственно, было. Картина, типа. Бензопилой. Бензопилой у тебя вот здесь вот порез. Угу. Нормально, да. Да, Риан такая смотрит, немножко когтем такая. О, корочка. Корочка, это тебе не нужно, сдирает. Такая, достает бутылочку. О, спирт, отлично, поливает. Я считаю, что я должен бросать Кассюшеньки дай. Ну смотри, кстати, когда он я как воин, понимаю воина, я кладу ему типа руку на плечо, что типа. Я испытывал это в реальной жизни, это адская боль. В общем, рука на плече. Я с тобой. Это точечка вверху, да? Внизу. Слава тебе, Господи. Это 11. Стиснув зубы, ты получаешь уровень усталости. Просто до скрежета. Ты, в принципе, чувствуешь, как они на краях стираются в порошок. Угу. Но ты не издаешь звука. Угу. Это происходит на окраине лагеря. Это уже когда вы зашли в лагерь и вернулись из лагеря. Чтобы тебя залатали, да? Угу. Хорошо, ты замечаешь углом глаз какую-то мелькнувшую тень, за деревом. Так, я вижу в темноте, я тоже смотрю. Ты должен... Нет. Да, ты должен кидать. Я? Ты должен. Я пытаюсь... Где? Фокусировка. Там за деревом. Так, если что, я что-то... Я застегиваю... Я змее ментальная команда туда. 7 у меня. Окей. Значит, ты не замечаешь, змея отправляется в непонятном направлении. I'm tracking it. Пытаюсь. То есть ты срываешься, грубо говоря, и бежишь? Ну, по факту, скорее, очень уверенно в ту сторону. И начинаю искать, что это могло быть. Ариана такая, да, я тебя не зашел. Клинок можешь дать? Ну, пусть достается. Следы? Дай мир. Вместе с ножными, пожалуйста.
Я сказал клинок, а не... Клинок. Ну, клинок. Ну, это из ножен. хорошо, неважно. Вот. Бежишь в ту сторону. Ариане, ты... Господи, теперь я тебя называю как лепрушную. Аяна, Да. ты влетаешь тоже, да? Я смотрю такая, что я тебя даже еще не начал, куда ты убегаешь? Ты вообще, ты смерть. Хорошо. Значит, И я иду за ним. Ну, я- идешь. Иду. Идешь. Ну, я- Именно иду. Я тоже за ним. Что там? Хорошо, значит, ты срываешься, добегаешь до ближайших деревьев, видишь, как кто-то очень быстро убегает назад. Вот в сторону лагеря. Ты забегаешь, собственно, за этим убегающим. Ну вот ты, в принципе, на расстоянии, там, не знаю, прыжка, броска, ты можешь решить, что ты делаешь. Я использую один из армейских приемов, чтобы прижать, собственно. Напрыгиваешь и пытаешься прижать. Ну да, но по факту я делаю это достаточно профессионально. Хорошо, Athletics чек с proficiency, если у тебя ее нет. в данном случае. Профишенси бонусом, да? Ну, конечно, да. Именно Athletics чек. Окей, хорошо. Натуральная 20-ка. Натуральная 20 не скиллов, но я понял тебя. Значит, ты резко прижимаешь, слышишь такой ударяющийся о землю шлепок, звук этот непосредственно. И такой, да ладно, поймали вы меня. Was ist das? Ты слышишь, что это голос и, собственно, речь. Это был на немецком Этьена. Я поднимаю его и на немецком говорю: невежливо следить за людьми так. Я не мог не пойти и не посмотреть, как переживают после такого тяжелого боя чемпионы Господа, говорит он. И вы выдержали это так, как я не видел, чтобы какой-либо рыцарь это выдерживал. Ты мог просто пойти с нами, я бы не отказал. Я понимаю, но Господь не велит мне вмешиваться, пока не пришло время. Я смотрю, он сильно испачкался. Ну нет, сухо сейчас в этой части леса. Ему примерно лет Он сколько? отряхивается. На вид где-то 15-16. Ну, то есть он совсем... Нет, борода не растет. Ну, понятно. Короче, я, знаешь, так вот широкими... Вы догоняете. Широкими, знаешь, такими... Я Ариане приостанавливаю такой, жестом. движениями я так отряхиваю. Но в темноте, наверное, плохо видно. Маска. Нет, ну Да. я тебя так, типа, рукой. По поводу. Говорю, иди с Богом. Тивайт, благодарю, но у меня для вас есть дар. Я какое-то время меня сопровождал через бургундские земли рыцарь, который, к сожалению, остался позади. Он отправился в Орлеан, потому что это его родной город, но он мне даровал он мне даровал клинок, говорит он. Я этим клинком пока что обращаться не умею. Я еще не достоин обращаться этим клинком. Всему свое время. Это время придет, но свой меч я найду. А вот у вас, как вы себя будете защищать, если кто-то окажется рядом, говорит он, и вручает тебе меч. Собственно, знаешь, на какое-то мгновение какая-то эмоция пробегает по лицу Максима. Оно вновь становится обычно непроницаемым. Он говорит «Данке». Прикрепляю к поясу. И, соответственно, после этого я достаю его и осматриваю. Знаешь, ты видишь улыбку Этьена, его выражение лица. И кинь, пожалуйста, инсайт. Угу. Инсайт.
Натуральная двадцатка. Готовишь там. Совсем мои двойки. Это за все, что было в комбате. Если говорить точно, то 25. В этом выражении лица что-то есть неприлично знакомое для тебя. Именно вот в экспрессии. Не в плане того, что лицо знакомое. Нет, лицо тебе не знакомо само. Именно в экспрессии, знаешь, как будто твой ребенок видит, что ты делаешь что-то очень крутое и очень тобой гордится. Вот непосредственно это самое выражение лица ты замечаешь в Этьене. Но тут ты видишь, как он делает какое-то движение рукой и как будто что-то поправляет за капюшоном. Вот так вот, просто вот пальцем что-то. Либо капюшон сам поправляет, непонятно. Ну, я думаю, что я понял. Мы переходим в палатку, где лежишь ты со склонившейся над тобой Стеллой и спрашиваешь, как в порядке? Дамьен несколько, скажем так, приоткрывает глаза, изучающе смотря. Теперь намного лучше. Да нечего разлеживаться, вставайте. Нормально. Говорит она тебе довольно жестким языком. Должен. Дамьен чуть поворачивает голову, прищуриваясь. Мы куда-то спешим, кажется, сейчас ночь. Есть куда спешить. Разминает плечи, поднимает, садясь на кровать, осматриваясь. Вот еще раз смотрит на Стеллу. Я чуть приближаюсь. Миледи, скажите, у меня зрачки расширены? Нет, но заплывшие вы пили. Я не пил. Значит, вас кто-то поил. А вот это возможно. Она такая. Миледи, а куда мы спешим? Немножко отдохнуть, говорит она. Берет небольшой такой деревянный продолговатый предмет. Хорош ржать, это Ванда. Капец. Какие мы все ужасные. Касается тебя, и ты понимаешь, что ты становишься прозрачным и потихонечку исчезаешь. Потом она касается себя, и то же самое происходит с ней. Дамьен так, знаешь, смотрит. Вы знаете, я привык получать эстетическое удовольствие от женщин, но намек понятен. Ты чувствуешь себя... ты смотришь на это, и у тебя такое ощущение есть. Вот ты помнишь, в своем трипе там прозрачные люди были. Ты становишься одним из таких, а потом ты исчезаешь совсем. И слышишь шепот. Выходим со стороны дороги. Дамьен кивает и, собственно, осторожно через щель в палатке выглядывает на сторону дороги. Там есть кто-нибудь? Ну, там ходят пара ночных, так сказать, дежурных. Ну, скажем так, подгадываю момент, когда не видны, ну, когда на палатку никто не смотрит. И в этот момент выскакиваю. Хорошо, ты выскальзываешь. Темно довольно. Ну да, опять же, когда выскользнув и вновь осмотревшись, подгадываю еще раз момент, когда никто не смотрит в сторону палатки, приоткрываю его, чтобы Стелла также могла выйти. Ты чувствуешь небольшой ветерок перед тобой. Ты, естественно, ее не видишь. Ты себя не видишь. И вдруг, короче, мимо кто-то проходит с факелом, абсолютно не обращает на тебя внимания. Да мне так немного отстранившись от него, так, знаешь, провожает взглядом. Напоминает один из моих трипов. В голове всплывают слова «Ты невидимый, just roll with it». В голове начинает играть рок-н-ролл. Вы выходите на сторону, ну, точнее, ты выходишь на сторону дороги, но ты слышишь голос справа от себя. Если мы сейчас спустимся к реке, там есть небольшой водопад. Можем посидеть немножко там. Вы знаете, миледи, я всегда считал водопады крайне романтичным местом. Я всегда считал водопады отличным местом, где можно помыться. Всегда можно совместить приятное с полезным. Собственно, вы заходите подходите к воде ближе,
Это заняло где-то около получаса, вот. И заклинание все еще действует. Ты видишь, как из пустоты начинает появляться, короче, одежда. Мгм. Что ты ждешь? Раздевайся. Мы друг друга не видим, и Господь не будет порицать это. Вы знаете, это интересный подход. На землю летит и его одежда. Давайте-ка перепрыгнем на Угу. куницу. У Этьена на голове, соответственно, некий капюшон, да? Да, у Этьена именно капюшон, не шаперон. Я в этот момент пытаюсь вспомнить, я хоть раз его без капюшона видел? Ни разу вообще. Вообще никогда. Вообще никогда. Я пытаюсь представить его с длинными волосами и пытаюсь понять таки пол. Знаешь, присматриваешься. Ну как? Этьен носит очень свободную одежду. Угу. Этьен постоянно носит капюшон на голове. Угу. Он иногда задирает голову вверх, как будто молится. Может, он пытается сделать так, чтобы волосы поправить сзади. Да, судя по всему, это девушка. Вряд ли там сильно длинные волосы. Это сложно скрыть под капюшоном. Но, тем не менее, да. Скорее всего, это девушка. Этьен, а какова твоя роль в этом караване? Он, знаешь, немножко замирает, как будто оценивает, что кто-то смотрит на тебя. И говорит: Господь не велит говорить неправду ближнему своему. Потому надо будет сказать правду. Я пытаюсь добраться до Шинона, чтобы получить аудиенцию у дофина Шарля. Знаешь, Этьен, мне уже немало лет. И я был военным практически сколько я себя помню. И знаешь, многих военных тренируют на то, чтобы быть наблюдателями. И я не мог не заметить определенные особенности, когда я смотрю на тебя. У нее потупляется взгляд. Это хорошая маскировка, кстати. Это очень хорошая маскировка. Должен тебя сразу успокоить. Кто бы не делал твой внешний вид, проделал потрясающую работу. Поэтому таких, как я, мало. Очень мало. Не гордыню ли слышу я в вашем голосе? Скорее грусть. Знаешь, тяжело найти кого-то, с кем можно пообщаться, кого-то с таким же опытом, чтобы общаться об одном и том же. Это, наверное, не гордыня, это больше грусть. Но все же, зачем? Ангелы явились ко мне, когда я жила в своей деревне, и сказали, что я должна встретить короля, чтобы получить у него то, благодаря чему я смогу спасти Францию, говорит она. И тут, знаешь, на мгновение такое, как глаза расширяются, он тут же себя контролирует. Как же твое имя? Меня зовут Жанна, месье. Знаешь, такой тяжелый вздох, потому что эту часть истории помнят все. Я желаю тебе успехов
и удачи в том, что тебе предстоит, Жанна. Бог с тобой. Жанна улыбается, кладет руку на... Ты еще развязан, тебя только зашивали же. Жень даже не Я зашивает. тут же защелкнул фастексы, потому что, не дай бог, их увидят. Ну, понятно. Но по факту там только leather armor. То есть... Ну, понятно. Она улыбается, касается рукой твоего leather armor в районе других пореза. Появляется свет вокруг этой руки. Ты начинаешь чувствовать тепло. И ты чувствуешь такое небольшое, как будто у тебя тут чешется внутри. Я знаю, когда заживает. Резкое, да, еще немножко колющее. И ты восстанавливаешься пока.